Кстати, цветение у нее наверняка показано в плейлисте у бульбовых орхидей. Да, там было сразу по 2 цветоноса, очень длинные цветоносы, по 30 цветов на каждом цветоносе. Оставим ссылку на плейлист про бульбовые орхидеи, там наверняка увидите цветение. Удалять бульбу нельзя. В этих бульбах орхидея накапливает питательные вещества. И потом вот по этому корню отдает молодому росту. И засыхает. И вот когда засохло, при следующей пересадке можно эти бульбы отрезать. Вы мне сейчас скажете, ах, таким жестким методом. Да, таким жестким методом, потому что там... Вот эти соединения, они прямо как дерево, прямо как ствол дерева. Вот чтобы корни не пересыхали и не пропадали очень быстро, если высохнут такие тоненькие корни, то орхидеи питаться будет нечем. Вот для этого и нужен влагоемкий грунт. Причем его не надо держать мокрым все время. Он должен быть всегда слегка влажный. Специалисты, то есть ботаники, говорят, что такой грунт не должен просыхать более чем на сантиметр. Но и болота тоже не должно быть. Слегка влагоемкий грунт, он таким должен быть всегда. Кокосовые чипсы. Ну, у меня была такая вот такая прямо пластина кокоса. Я немного отломила этого кокоса. Кто-то мне недавно писал, когда я показывала такую посадку. Ой, кокосовые чипсы, надо обязательно промывать, замачивать, потому что их там вымачивают в какой-то соленой воде. И это очень плохо. Чего подобного. Он прекрасно растут. Все бульбовые орхидеи, я ничего не вымачивала, ничего этого не делала. Не надо заниматься этими глупостями. Сейчас зацветают анцидиумы. Я их точно так же пересаживала, ничего абсолютно не делала. Ну, растут же на берегу моря орхидеи. Но там же соленый воздух. Там очень маленький процент получается соли морской, он очень незначительный. А еще в воздухе, в соленом или в воде есть йод. Господи, до 2 года назад только ленивый блогер не сказал, что надо поливать орхидеи йодом, и от них просто все растет, все цветет. Но йод из аптеки и йод из морской воды – это совершенно разный йод, вообще-то. Поэтому промывать кокосовые чипсы от соленой воды, я считаю, что не имеет смысла. Но это мое личное мнение. Не забудьте об этом. Так. Торфяные таблетки. Я положу всего 1 торфяную таблетку. Торф хорошо, очень хорошо. Можно прям превратить его в труху руками. Извините, не люблю перчатки. Вот не могу я в них работать, поэтому лучше руками, лучше помыть. Ничего страшного. Для меня это лучше. Пойду мыть руки. И кора с керамзитом. Если не хватит, сверху положу просто кору с керамзитом.
Перемешиваю все. Знаете, что я еще забыла сделать? Нужно перед тем, как класть керамзит с корой, опрыскать кокосовые чипсы водой и торф, потому что торф мелкий, он пылит сильно. И не только торфяная пыль мешает, но и торф набухает немножко, как и кокосовые чипсы. Но замачивать не имеет большого смысла. И я его не так много положила, чтобы он разбух в горшке и вылез. Нет, конечно. Но для того, чтобы у нас не было грязи и пыли, хотя все равно есть. Можно немного опрыскивать грунт. И, конечно, не забыть добавить в грунт удобрения. Эти орхидеи, они очень любят удобрения. И не только аминосил, а любые удобрения с гуматами. Но так как я пользуюсь аминосилом в гранулах, и мне это очень нравится, на бульбовых орхидеях они у меня в этом году цветут просто не переставая с января. Поэтому я так долго и ждала, не могла пересадить эту орхидею. На такой объем горшка и на такое количество грунта нужно всего 6-8 гранул аминосила. Вот я сейчас и отсчитаю 4, вот как раз 8. Прямо в грунт смешать и добавлять эти гранулки уже сверху или прикапывая грунт. В следующий раз можно через месяц-полтора. И тогда ваша орхидея будет и расти, и цвести, как у меня. А Миша нам обязательно сейчас еще сфотографирует, вернее, снимет дендрофаленопсисы, которые стоят на балконе и цветут. И покажет немножко нам цветение еще одних моих дендрофаленопсисов. Давайте сажать орхидеи. Чем отличается посадка дендрофаленопсиса от просто фаленопсиса? Да, собственно говоря, ничем. Точно так же, как и у фаленопсиса. Когда мы сажаем дендрофаленопсис, мы говорим, что зеленая часть ствола орхидеи должен остаться на уровне грунта. Здесь то же самое. Бульбы ни в коем случае нельзя закапывать в грунт по пояс. Также основание бульбы должно остаться на поверхности грунта, иначе бульбы будут загнивать. Так, и как же мне так сделать? Во-первых, чтобы она не падала. Сейчас примеряем. И чтобы росла в эту сторону, чтобы у нее была возможность роста. Вот отсюда немного уберу еще грунта. Ничего страшного, что я его в этот же, в новый грунт кладу. Так. Глубоко сажать нет смысла. Нужно посадить вот так, вровень с горшком. Для этого мне нужно насыпать грунт сначала просто в горшок. И чтобы не делать это ложкой, я сейчас прямо вот так это сделаю. И опять меряем, подходит нам так или нет. Нет, не мало, все подходит. Единственное, что я хочу сделать, это как можно ближе
посадить вот к этой стороне. Вот в эту сторону он не будет расти. Вот я и хочу его как можно больше прижать, чтобы он был посередине. И выровнять. Он очень любит наклоняться. Вот так. Вот, а теперь буду насыпать. Хотя можно сделать тут то же самое. Не хватило немного грунта. Не страшно. Сейчас добавлю. Камушек дать или подержать? Лучше подержать. Держу. Не всегда удается правильно рассчитать. Ну да, в этом нет ничего страшного. Так интересно. Конечно, не пустая. Единственное, с такими посадками очень много мусора, очень много грязи. Держи ровно. Держу. Еще небольшое количество грунта. Так, возвращай мне. С удовольствием. А теперь я буду насыпать ложкой, потому что мне нужно насыпать и в эту сторону, и сюда. Ты знаешь, они настолько тяжелые, эти бульбы, что, наверное, придется к ним поставить держатель для цветоноса. И пока они не пустят достаточное количество корней, не укрепится он в горшке, можно поставить держатель, чтобы хотя бы росли-то ровно. Видишь, будет наклоняться сейчас. Сейчас я принесу держатель и прикреплю его. Ну, это на время. А еще при первом поливе грунт может уплотниться. Здесь можно хорошо даже прижать грунт, ничего страшного здесь не произойдет. Вообще-то держится. Не буду делать держатель, держится прекрасно. И вот еще раз вам показываю, что все бульбы должны остаться на поверхности. Бывают такие случаи, когда одна бульба растет выше, другая ниже. Если это совсем старая бульба, ее можно заглубить, а молодую ни в коем случае. Ну, вот теперь хватило и грунта. Можно ли сажать такие орхидеи в прозрачные горшки? Можно, но им это не нужно. А если у вас мало опыта выращивания таких орхидей, вы можете посадить в прозрачный горшок. Вы будете видеть, как растут корни. Это очень интересно. Они маленькие, светлые, с малюсенькими зелененькими кончиками. Очень интересно. Я так сажала котлеи, когда не понимала, как их поливать. Ну, котлеи и дендрофаленопсисы, и дендробиумы нобели практически ничем не отличаются в уходе.
Так что все это одинаково. Интересно, посадите в прозрачный горшок. Но так как я прекрасно понимаю, что с ними происходит, мне уже не нужен прозрачный горшок для того, чтобы наблюдать за корнями таких орхидей. И я уверена, что эта орхидея к Новому году опять зацветет. Но зацветет уже с вот этой новой молодой бульбы. Действительно, я считаю, что бульбовые орхидеи самые простые орхидеи. И для тех, кто очень любит поливать орхидеи, это просто находка. Потому что здесь можно поливать раз в неделю замачиванием и сливать воду. Или каждые 2-3 дня приходить и наливать небольшое количество воды, как обыкновенные цветы, которые у нас растут в грунте, то есть в земле. Мы же их часто поливаем, потому что летом высыхает очень быстро земля. Здесь можно сделать все точно так же. Но не забывать, что все-таки это не почвенные растения. Все-таки это орхидеи, которым не нужно, чтобы просыхал полностью грунт, а нужно вот этот баланс найти между влажным и сухим. Грунт должен быть слегка влажный. Если вы все равно не понимаете, как поливать орхидеи, возьмите деревянную палочку, шпажку от суши, погрузите ее в грунт, вот так. Понятно, что эта часть будет сухая, а вот эта часть через какое-то время, после полива особенно, будет вам показывать. Если палочка влажная, сильно влажная, значит поливать не надо. Если разница между этой частью и этой незначительная, значит орхидея требует небольшого полива. Можно полить, все равно вода опускается вниз, вода сливается, можно проливом поливать часто, но ни в коем случае не высушивать орхидею до совершенно сухих корней. Единственное отступление от этого правила для таких орхидей – это период покоя. Когда она отцвела, не выпустила новый рост, ничего с орхидеей не происходит. Вот она стоит и стоит, как будто она замерла. Все, она уснула. Для нее нужно тогда найти более прохладное место, поливать в 2 раза реже, ну то есть где-то раз в месяц. И когда появится маленький молодой ростик, вот тогда возобновить подкормки обязательно и полив. Даже в период роста этой орхидеи можно поливать их с удобрением каждый раз. А лучше всего, конечно, вот такие удобрения гранулированные, как аминосил, вносить раз в месяц-полтора. Весь весенний, летний, осенний период до ноября. Период покоя чаще всего бывает с декабря по февраль. А в остальное время они растут, цветут, очень активные. Надеюсь, что мы увидим это цветение. У меня даже сомнений нет. Опять такое же великолепное, как и было. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.